Это обзор, который вы выбрали под прошлым видео. Я прочитал все 334 главы манги. На протяжении всего чтива меня начала посещать одна фраза. Это, наверное, будет рискованный, но интригующий тезис. Добра и зла не существует. А я читаю произведение, аналогов которому еще не встречал. Перед тем, как начинать неистово кидаться спойлерами, для тех, кто вдруг захочет сгонять и быстренько за пару-тройку дней прочитать все 34 тома, дам вам мини-описание. Манга Шама издаваться начала с 98 года и завершилась в 2015. Авторов я назову в конце, когда буду обсуждать публикацию и судебные разбирательства между сценаристами. Да, у манги была сложная история создания, которая скорее всего и повлияла на ее сюжет и концовку. Простите любители сленговых словечек, я не буду использовать сложные слова типа сейнены, дорамы, трансгендеры и прочее, чтобы не запутывать людей и не усложнять поступление информации в мозг. На этом канале мы будем использовать упрощенную риторику для максимально широкого захвата спектра аудитории. Шама, с одной стороны, это классический боевик о боевых искусствах. Если смотрели какой-нибудь старенький карате-пацан или кикбоксер с любимым бельгийским пареньком, то сам жанр и стиль вы уже понимаете. Вообще, если вам близка культура боевиков с боевыми искусствами из 90-х и чертовски брутальным реализмом, то Шама как минимум стоит полистать. Стилистически манга походит на такие фильмы, как «Разборка в маленьком Токио», не путать с «Разборкой в Маниле», все части «Кровавого спорта», «Двойной удар», а события, происходящие в арке с Китаем, так вообще напоминают любой фильм с Брюсом Ли. И я не понимаю, как у меня из головы вылетела такая франшиза, как «Неоспоримый». Своей атмосферой, стилем и вообще всеми событиями «Неоспоримый» — это и есть Шама только в мире кино. Сюда же можно приписать всю франшизу «Никогда не сдавайся», и почему-то мне в голову лезет зубодробительный боевичок Дэнни Цепной Пес. Если эти картины нравятся вам своей атмосферой и брутальностью, то Шама 100% понравится. Вектор сюжета прост. Рё Нарушима, мелкий пацан, убивает своих родителей и отлетает в тюрячку на несколько лет. Ну а вы знаете, что делают в тюрячке с молодыми мальчиками. Все правильно. Долбят в задницу! Суровые будни Рё немного разбавляют уроки карате, где он обучается самозащите, чтобы постоять за себя. А потом начинает свой тернистый путь к титулу самого сильного бойца. Отсюда и начинается история безжалостного хладнокровного протагониста, который падает все глубже и глубже в пучину тьмы, из которой ему выбраться будет ой как непросто. Итак, те, кто идут читать, идите читайте, приятного чтения. А те, кто читать не любят, но хотят послушать весь сюжет и полный разбор, присаживайтесь поудобнее. Мы приступаем к захватывающему приключению. Мангу можно разделить на 5 ключевых этапов, или арок. Первая арка – становление. Рё – талантливый и успешный старшеклассник, собирается поступать в самый престижный университет Японии. Вся его жизнь уже идеально сложена. Личностный и карьерный успех ему обеспечены. И на этой прекрасной нотке Рё убивает своих родителей. Идеальная семья зарезана десятками ударов ножом от нестабильного юноши. 16-летний пацанчик отправляется за решетку. Сокамерники подвергают парнишку групповому изнасилованию. Идет время. Мастер боевых искусств Кенджи Курокава преподает карате в тюрьме, где содержится Рё. Курокава замечает рвение юнца к выживанию и обучает его приемам самозащиты. Рё, тренируясь день и ночь, оттачивая удары, задрачивает свое тело до такого уровня, что начинает раздавать своим обидчикам знатных таких пи***лей. Через пару лет Нарушима выходит на свободу. В общество он входит с характерным настроением, набираться еще больше сил, чтобы выжить и никогда больше не быть жертвой. В гордом одиночестве, ну или не в гордом, Рё оказывается в городке, полном преступности и беззакония, в котором он долгое время ищет свою сестру. О, какой поворот! Да, у Рё все это время была сестра, которая лишь один раз приходила его навестить, сказав, что пойдет работать проституткой, так как у нее не остается другого выбора. Рё совершил слишком аморальное преступление, и ближайшим родственникам просто невозможно найти работу, особенно его сестре. Короче, Рё начинает прокачиваться как уличный боец, избивает местных барыг, гангстеров, мастеров боевых искусств, короче, всех и вся, кроме женщин и детей, попутно исследуя город в поисках сестрицы. В желании стать самым сильным, Рё натыкается на чемпиона местного карате-турнира – Наото Сугавару.
и решает пробиться к финалу, чтобы сразиться с этим эталоном силы. Рё немного ошарашивает то, что Сугавара, используя те же методы насилия, имеет почет и уважение в обществе, а он является изгоем. Рё собирает команду таких же отбитых бандитов, как и он сам. Вместе они устраивают коварные способы шантажа оппонентов, выискивают их слабые места. Они полностью подавляют соперников Рё на пути к финалу. Например, прямо перед боем Рё отправляет своему сопернику фотографии его изменяющей жены, что, конечно же, психологически выбивает из колеи, и Рё с легкостью забирает победу. При всем при этом сам Рё не является каким-то слабаком. Его уровень карате находится на очень высоком уровне. В плане силовой работы или соблюдения режима ему практически нет равных. Он не курит, не употребляет алкоголь, постоянно находится в готовности к бою в любое время дня и ночи и готов пойти на все ради достижения своей цели. Разница Рё от участников турнира лишь в том, что, во-первых, он убийца, а во-вторых, Рё изучал карате как смертельное боевое искусство, в то время как его оппоненты — это обычные спортсмены, которые уж точно не способны забрать жизнь ради победы над врагом. И как только читатель понимает эту простую мысль, начинается вторая арка — Наото Сугавара. В этой арке происходят, на мой взгляд, самые интересные события. Рё становится победителем турнира в своей весовой категории. Но для того, чтобы сразиться с Сугаварой, Рё оказывается слишком маленьким. Да и Сугавара не хочет выходить на ринг с Нарушимой, так как не видит в этом смысла. Поэтому Рё приходится пойти на крайние меры. Он насилует девушку Сугавары. Конечно, после такого Сугавара делает публичное заявление: «Давай встретимся, объясню на понятном тебе языке боли». В общем, у Рё получилось замотивировать Сугавару на бой. Нарушима начинает усиленно тренировать себя и свое тело к встрече с этим спокойным монстром. Рё начинает употреблять запрещенные препараты для наращивания мышечной массы, уезжает в горы и тренируется по особым методикам от своего лысого наставника. Его наставником, кстати, является тот же дядька, что и научил его самообороне еще в тюрьме. Маленький автоп. Хоть я и рассказываю сюжет полностью, но специально не затрагиваю второстепенных персонажей, таких как его тренер, сестра, боевой товарищ и мафиозные терки. В общем, все параллельные сюжетные линии, так как и без того длинный пересказ может растянуться на вечность. Для образного представления событий нам будет достаточно истории одного Рё, все же он ключевое звено. Поэтому многие события пересказа я специально опускаю, так как на общее повествование они не влияют, но при этом люди, которые захотят прочитать все сами, будут приятно удивлены кучей разных неожиданных событий. Продолжим пересказ. Рё, раскачавшись, выходит с Сугаварой на бой. Бой, который вся Япония уже окрестила битвой между светом и тьмой. Что крайне иронично, так как Рё буквально переводится как яркость. Очень не хочется вдаваться в подробности поединка, скажу лишь, что Нарушима хоть и проиграл бой, но проиграл очень достойно. Этот бой был квинтэссенцией всей истории о Рё Нарушиме и Наото Сугаваре. Так как Наото не смог убить Рё прямо на ринге, они договорились провести смертельный бой 1 на 1 в безлюдном месте, где Рё неожиданным ударом в затылок изрядно калечит Сугавару. Тот отправляется в далекую кому, а Рё уезжает в далекий Китай. Третья арка. Китай. Арку с Китаем, пожалуй, мы пропустим, так как она является одним большим филлером. Но для любителей китайской культуры и забавных кунг-фу техник эта арка может понравиться. В ней есть любовь, смерть и месть. В целом прочитать можно, а мы перейдем сразу к четвертой арке. Тома Такахара. Тома Такахара, являясь успешным танцором балета с весьма развитым комплексом спасителя, видит бой Сугавары и Рё. После этого ему в голову стукает навязчивая мысль вытащить Рё из тьмы. В метафорическом смысле, конечно. Как бы очеловечить, сделать его не таким диким животным, коим он для всех является. Балерун хочет спасти Рё. И Тома, бросая балет, начинает тренироваться боевым искусством. Да, я понимаю, это звучит крайне нелепо, но в контексте событий и того, как это показано, в целом ты можешь в это поверить. В это время Рё обнаруживает, что последствия применения запрещенных препаратов никуда не делись. У него происходит весьма сильный откат. Падают силовые, реакция и самое главное, его боевой дух уже не тот, что был раньше. Он подавлен как в физическом, так и в ментальном смысле. Его мучают кошмары и прошлые события не дают нормально функционировать.
Пока Рё пытается прийти в форму и готовится к очередному турниру, который проводят специально для него и для Томы, Балерун показывает очень хорошие результаты в поединках. Видимо, балетная школа дает хороший фундамент не только бельгийцам, но и японцам. Я опять же опускаю часть истории о том, что в команде Томы были еще несколько бойцов разных стилей, которые также бились на турнире и показывали интересные зрелищные бои. Лишь одного из них мы затронем в аналитической части разбора. Прямо перед боем Рё еще за кулисами получает ножом в печень от бывшей девушки Сугавары, которую, кстати, он и изнасиловал. Хоть Рё и выходит на ринг, но все же кровоточащая рана не дает ему и шанса на победу. Тома в бою побеждает. На этом арка заканчивается. Рё начинает жить со своей сестрой и опекуном. И тут начинается заключительная, 5-я арка. Я ее назвал «Два дебила». Так как это завершающая арка манги, опишу ее в 3 словах. Спустя какое-то время Рё начинает встречаться с девушкой, и вроде бы все налаживается. Но вот батя девушки негодует, он против такого союза, особенно с самим Рё Нарушимой. Напоминаю, его на протяжении всей манги ненавидит и отвергает общество за убийство родителей. И батя нанимает 2 братьев-киллеров. Эти 2 дауна устраивают Рё поединок и изрядно его калечат, хоть и проигрывают бой. Рё отпускает их, взяв с них слово, что они отстанут от него, от сестры и от подружки. А дальше израненный уходит обратно домой, но из-за слишком большой потери крови умирает в лесу, так и не вернувшись к своей, можно сказать, новоприобретенной семье. На этом трагичная история заканчивается. Может, из моих уст это звучало не слишком трагично, да пофиг. Кто хочет полный спектр эмоций, можете все еще прочитать всю мангу. А у нас начинается диванно-аналитический разбор. Перед тем, как начну, маленькое предисловие. Я смотрю и анализирую произведение как полностью цельное и завершенное, без каких-либо оговорок на производственные проблемы, на то, что сюжет менялся на протяжении всех лет и так далее. У манги, конечно, есть свои минусы и недосказанность в куче моментах, но эти аспекты не должны влиять на итоговый анализ. Все минусы мы обсудим ближе к концу. Стоит начать с того, что Шамо – это порода бойцовских петухов. Немного о породе. По природе все петухи – бойцы. Это качество заложено в них эволюционно. Только самый смелый и активный самец достоин продолжать род. И именно это право петух готов отстаивать ежедневно в открытом бою. Сама порода славится своим вспыльчивым нравом, силой и отличной выносливостью. Использовали эту породу исключительно для создания шоу и развлечений. Как каждый успел заметить, центральное лицо, за которым мы следили все это время, является нетипичным главным персонажем истории. Он не раскаивается и крайне редко сочувствует сопернику. В пересказе я затронул лишь малую часть его подлых поступков. На турнире он специально выбил глаз одному из бойцов, тем самым лишив его карьеры. Некоторых бандитов он калечил так, что они больше никогда не могли нормально функционировать. А один из ключевых антагонистов, Наото Сугавара, выйдя из комы, учился заново ходить, потерял все свое состояние и остался ни с чем. Это я уж молчу про его бывшую девушку, которая была изнасилована все тем же петухом, и жизнь которой так и не стала прежней. Также Рё ни разу не раскаивался по поводу своего ключевого поступка – убийства родителей. Хоть на протяжении истории нам и намекали на то, что родители его были не такими уж и хорошими, чрезмерно контролировали его жизнь и, скорее всего, применяли физическое насилие. Но авторы как будто специально не раскрывают этот вопрос, оставляя все на размышление читателя. И давайте этот момент разберем поподробнее. В киноязыке этот прием обозначается специфическим словом «макгаффин». Макгаффин – это термин для обозначения предмета, вокруг обладания которым строится фабульная сторона произведения. Альфред Хичкок о макгаффине говорил следующее: это в сущности ничто. Неважно, что это за вещь, главное, что все хотят ею обладать. В Шамо же используется немного вывернутая формула макгаффина. Вместо предмета у нас присутствует незнание, по какой причине Рё вообще убил родителей. С одной стороны, мы хотим знать, что случилось и почему он съехал с катушек, но с другой, прекрасно понимаем, что это ничего не изменит. Ведь Рё, раскрыв этот вопрос читателю, не начнет поступать по-иному. И опять же, если бы этого макгаффина не было вообще, то и история была бы совершенно иной. Причем, возможно, ответ на этот вопрос мог бы оправдать Рё в обществе.
Ведь если бы Рё заявлял о насильственных действиях со стороны родителей, общественное мнение разделилось бы как минимум на два лагеря. Но ключевая тема произведения не в обладании МакГаффином, а в том, что он есть и постоянно влияет на окружающий мир. Не столько важна причина, сколько наличие самого явления. Вокруг убийства родителей и строится дальнейшая жизнь и окружение нашего протагониста. Что самое забавное, суть МакГаффина в кино вертится вокруг того, что герой должен найти этот предмет или знание и завладеть им. У Буратино это золотой ключик, у Индианы это Грааль. У кого-то это выполнение приказа, а у кого-то это вообще вопрос выживания. С нашим героем все обстоит иначе. Он не хочет им обладать, а наоборот, его задача максимально убежать и дистанцироваться от обладания этим МакГаффином. В манге даже присутствует персонаж, который на протяжении всего сюжета ведет расследование по поводу убийства родителей. У него даже присутствует физический предмет, символизирующий это самое убийство. Это рисунок Рё, который он рисовал еще в детстве. И даже в этом моменте автор указывает, что нет никакого смысла разбираться в этих событиях, давая неплохой урок жизни, что с некоторыми вещами порой нужно просто смириться, принять их как данность и не пытаться копаться в бесполезной навозной куче, ища сакральный смысл. Рё убийца, Рё это понимает и принимает. И в этой истории нам не нужны оправдательные меры. Смотрели фильм «Джокер»? Рё — это тот же Джокер Хоакина Феникса, только с кулаками. Нам не нужно сопереживать этим персонажам, но мы должны пройти вместе с ними весь жизненный путь, чтобы как минимум узнать, чем может завершиться такая история. Что забавно, МакГаффин сам преследует Рё, навещая его в галлюцинациях и кошмарах. Рё в такой трактовке является больше байроническим героем. Ох, эти терминологии и разжевывания. Напишите, кстати, нравится ли вам культурно просвещаться через разборы манги, потому что мне определенно нравится рассказывать то, что я прочитал в Википедии. Байронический герой — это такой персонаж произведения, который превосходит окружающих умом и образованностью. Они загадочны и харизматичны, неодолимо влекут к себе противоположный пол, ставят себя вне общества и закона, взирают на общественные установления с высокомерием, доходящим до откровенного цинизма. Презрение к правилам иногда доводит их до преступления. Присутствие темной стороны, неблаговидное прошлое, сближает такого героя с антигероем. Некий полудобровольный отшельник, упивающийся своим скитальчеством или изгнанничеством. Как говорил Набоков, он не в ладах и с раем, и с адом, и с богами, и с людьми. И действительно, если смотреть на Рё через эту призму, то все встает на свои места. Рё был отличником и учился игре на скрипке. Он талантливо осваивает все приемы карате. Его усидчивость в изучении книг восхищает. В других условиях его можно было бы спокойно назвать гением практически во всем, за что он берется. Ну а если копнуть чуточку глубже, Рё не является полностью отбитым мудаком. Он способен сопереживать, заботиться и не бросать близких ему людей. В итоге он находит свою сестру и заботится о ней. Без колебаний заступается за тех, кто ему важен. Редко, но все же способен проникнуться чувствами. В арке с Китаем, которую я специально не рассказывал, Рё влюбляется в внучку мастера, у которого обучался новым боевым навыкам, и мстит за ее смерть. Я бы отметил еще то, что Рё живет в мире насилия и прямолинейного достижения целей, без каких-либо моральных барьеров. С детства с ним обходились как с неодушевленным предметом. Его заставляли прилежно учиться, играть на скрипке, насильно переучивали писать правой рукой, ведь Рё левша. Выбрали институт, и я не удивлюсь, что уже подыскали ему будущую жену. Скорее всего, за него решили всю его жизнь, не оставив ему даже и малейшего выбора на то, что он и кто он. Конечно, в таком мире и сам Рё относится к своему окружению как к неодушевленным марионеткам. Но в таких условиях назвать его психопатом не получается. Его терзают кошмары с родителями. Его прошлые поступки оказывают на него давление. В целом он функционирует как нормальный вспыльчивый юноша, который любит подраться, со своими присущими всем психологическими проблемами. Возвращаясь к примерам из кино, Рё очень походит на Клиффа Бута из картины Тарантино «Однажды в Голливуде». Я уверен, что если бы Рё не погиб, то через лет 25, как раз когда ему стукнул бы полтинник, он типажно был бы вылитым Бутом. И почему-то я уверен, что когда Клифф был таким же юнцом, он вел себя точно так же, как и Рё. Только для того, чтобы Рё стал полноценным Клиффом, ему нужно было бы принять себя таким, какой он есть. Если все упростить до одной фразы, Рё всего-то нужно было повзрослеть. И здесь не столько важен протагонист, сколько окружающая его реальность. В
Второстепенная тема истории – это расслоение общества в вопросе морали. Как оно не способно принять молодого преступника не только уровня нарушимы, но и даже более мелких деяний. Как этот моральный общественный прессинг вытесняет человека за границу понимания, не давая никаких шансов на искупление и отдаляя его еще дальше от принятия обществом. Нет, не подумайте, что я оправдываю преступников. Все хуже. Сейчас я буду осуждать этот мир. Вот это поворот! Практически все второстепенные персонажи в Шамо мало того, что выступают как постоянные препятствия на пути нашего петуха, так и их социальное поведение, основанное на тех же постулатах, что и у Рё, раскидывают их на разные стороны общественного мнения. С одной стороны, Наото Сугавара, известный, богатый, любимый всеми, заслужил свой социальный статус ровно теми же способами, что и Рё. Он занимался карате, доминировал, постоянно дрался и также бил людей. Но при этом Рё является социальным изгоем, а Сугавара – народным героем. Отчетливо прослеживаются двойные стандарты по отношению к насилию в обществе. Еще хочу подметить одну интересную особенность манги – это сам окружающий мир, в котором происходят все события. Я бы охарактеризовал его как нуарный реализм. Это мной придуманный термин, если будете использовать его, всегда вставляйте мою подпись. Нуар сам по себе как жанр содержит атмосферу пессимизма, недоверия, разочарований и огромного количества цинизма. А слово «реализм» просто опускает значение этих терминов до нашей объективной реальности. Говоря проще, мир Шамо – это наш реальный мир. В нашем мире точно так же не существует никаких героев, нет доблестных белых рыцарей, нет беспросветных альтруистов. Каждый просто хочет выживать. Каждый способен на хорошие и очень плохие поступки. Каждый может в чем-либо заблуждаться или быть ослепленным своей гордыней. Возьмем Наото Сугавару. В контексте истории читатель жаждет, чтобы он победил Рё. Желает справедливости за то, что Рё изнасиловал его женщину. Весь мир считает Наото светлым лучом надежды. Но давайте посмотрим на Сугавару с другой стороны. Я анализировал фрагмент, где автор специально вставляет избиение Сугавары после комы. Избивают его же ученики. Многим в интернете почему-то было жалко Сугавару, и никто не обращал внимания на то, что это обычный бумеранг. Насилие порождает насилие, и ничего более. Наото сам обучил их этим ударам. Наото ответственен за их поведение своим примером. Сугавара точно так же, как и Рё, добивался уважения через силу. Он также смотрел на всех, как на неодушевленные предметы. Наото не совершал добрых, безвозмездных поступков. Он не воспитывал в учениках духовные ценности. По большей части ему было плевать на свою школу карате или что у них там было. Сугавара — это такой же эгоистичный персонаж, и вся его суть основана на все том же насилии и нежелании быть жертвой. Во втором поединке с Рё... Во втором поединке с Нарушимой Сугавара все-таки совершает то, что запланировал, ведь он уверен, что убил пацана, а после этого уточняет, что готов понести наказание за предательство своей веры. То есть он полностью понимает, что совершил, и в нем нет ни капли раскаяния. За что, собственно, и получает мгновенный удар в затылок от Рё, который, оказывается, отключился на несколько секунд. И при всем при этом читателю преподносится все так, чтобы он оправдывал и жалел Сугавару. Вот только путь Сугавары неотличим от действий Рё. Сугавара точно так же убивает человека без малейшего раскаяния, так же как и Рё убивает своих родителей. Они оба выбирают эту ношу и готовы идти с ней дальше. При этом, стоя рядом с, как он думает, трупом, Наото абсолютно спокоен. Он понимает, что теперь грешен. В то же время, когда Рё вырубает Наото в затылок, начинает паниковать, пытается разбудить его и вызывает ему скорую помощь. То есть Рё не шел на убийство, он шел за победой, в то время как Сугавара шел осознанно забрать жизнь. Я думаю, тем, кто еще оправдывал Сугавару, вам стоит задуматься о направлении вашего морального компаса. Ну или просто подумать, почему в ваших глазах Рё является мразью, а Сугавара невинной овечкой. При разборе каждого персонажа истории мы замечаем, что все они ведут себя как самые обыкновенные люди, совершающие поступки без каких-то украшающих качеств. В манге лично я могу вспомнить только один показательный случай хорошего, бескорыстного и сильного с точки зрения морали поступка. Дайго Йошиока, являясь мастером дзюдо, спасает от смерти своего соперника в момент их поединка. И это при том, что он проигрывал бой.
Дайго без колебаний спас врага, и он отдавал полностью себе отчет, что если бы с ним произошло то же самое, вряд ли его бы кто-то спас. В этом бою Йошиока отчетливо понимает, что его засасывает тьма. У него хватает сил не поддаться ей и остаться самим собой. Обладая силой противостоять тьме внутри себя, его оппонент признает в нем достойного человека и отдает ему чистую победу. При всем при том, что на протяжении боя этот здоровяк вел себя как настоящий монстр без чести. И отдает победу он не столько из-за того, что тот спас его жизнь, сколько понимает, каково это не поддаться тьме внутри себя. Именно этот показательный случай здорово наполняет суть всей манги глубиной. Какой силой нужно обладать, чтобы не поддаться тьме и иметь в себе силы на прощение? Рё не способен простить родителей, общество не способно простить Рё, Сугавара и его девушка не способны простить Рё за изнасилование, сестра не способна простить Рё, да даже сам Рё не способен простить себя. Он прекрасно понимает свой конец. Каждый несет весьма тяжелый груз в будущем. Рё мучают постоянные кошмары. Сугавара только и мечтает отомстить Рё. Сестра в нежелании простить брата и остаться с ним подсаживается на наркотики и становится проституткой. В этой манге очень много несчастных судеб. Причем автор хорошо намекает нам некоторыми кадрами, какая у них могла бы быть жизнь, если бы они смогли преодолеть тьму внутри себя. Смогли перевернуть эту тяжелую страницу жизни, принять события, которые произошли, и пойти дальше. Но, увы. В этих разборах я не буду трогать визуальную составляющую. Мы не будем разбирать рисунок, толщину контурной линии, качество фонов и прочей нудной части для задротов. Вы и так видели кучу вставленных артов. У вас уже сложилось мнение, нравится вам визуал или нет. В плане рисунка без преуменьшений работа очень достойная. Еще хочу отметить прекрасную боевую хореографию, интересные поединки, в которых нет идиотских секретных приемов или супертехник с каким-нибудь лисом в жопе. Нет никаких секретных техник, которые бойцы держат до самого конца. Ну, не считая арки с Китаем, где Рё начинает изучать техники дыхания и контроля ци. Но эта арка, как я уже подмечал, является филлером, и ее события никак не отражаются на общей сюжетной линии. Все трюки и экшен грамотно балансируют на грани с чем-то неправдоподобным, но из-за хорошей режиссуры ты в это веришь. Из огромных плюсов хочу выделить отсутствие больших анимешных глаз и персонажей, которые созданы для ржомбы. Это радует. На этом этапе перейдем к конкретным минусам истории. Как я уже сказал, мы анализировали мангу целостно, без поправок на проблемное производство, долгие десятилетия выпуска, изменения векторов направления сюжета и так далее. Смотрели на всю картину в целом. Но минусы в произведении, на мой взгляд, как раз таки вытекают только из-за всех побочных событий, которые происходили вокруг манги, что прямым образом повлияло на ее написание и сюжет. Поэтому первый и самый существенный минус – это недосказанность. Присутствует слишком много персонажей, чей путь для нас остался за кадром. Мы так никогда и не узнаем, смог ли Сугавара нормально реабилитироваться после комы, что произошло с Томой и его комплексом спасителя, отошла ли сестра Рё от своей шизы и так далее. Сам Рё погибает слишком быстро и неожиданно. Манга издавалась 17 лет, но в 2007 году производство остановилось из-за судебного разбирательства между художником и автором. Вот это поворот! Художник Акио Танака подал иск на создателя Изо Хашимото. Танака утверждал, что именно он создал сюжет и концепцию персонажей, а никак не Хашимото. Впрочем, это уже совсем другая история. В итоге манга возобновилась только в августе 2011 года, а после за коротенькие 3,5 года в январе 2015 завершилась вся история. Именно из-за этой неразберихи, на мой взгляд, и вытекают все проблемы манги. Если убрать поспешную пятую арку, то можно увидеть, как автор раскручивал историю. Было видно, что мы должны были прожить с Рё еще несколько лет. Но тут подкрадывается второй основной минус – самоповторы. От арки к арке мы замечаем порочный круг действий, как будто персонажи не учатся на своих ошибках. Типичное поведение Рё хоть и двигает его дальше по сюжету, но все глубже затягивает в пучину темноты. Сюжетно в манге происходит переломный момент, после которого Рё просто обязан пересмотреть свою жизнь и выудить новую формулу существования. Но складывается впечатление, что автор намеренно не дает ему шанс для личностного роста, оставляя его все тем же
же загнанным в угол ребенком. Лично мне показалось, что после того, как Рё вынес Сугавару в кому, авторы просто встали в тупик, не понимая, что написали, и не осознавая, как из этой ямы выбираться. Они загнали сюжет в такую же жопу, как и саму личность Рё. И при всем при этом, даже закрывая глаза на самоповторы, им удалось грамотно вывернуть сюжет, создав еще одного интересного антагониста и дав Рё возможность сталкиваться лицом к лицу с последствиями своих поступков. И отсюда вытекает третий основной минус – поспешное завершение. Пятая арка опять удивляет интересными персонажами и завязкой на новый виток судьбы Рё. Но очеловечивание Рё происходит практически мгновенно. Он сразу находит такую же непринимаемую обществом девушку, он заводит собачку, можно сказать, мгновенно принимает дзен и даже в конце прощает этих двух больных психов. В контексте всей неторопливой и тянущейся истории такие скоростные метаморфозы просто выбиваются из общей картины. И опять тут заметны какие-то внешние факторы в работе над мангой. Возможно, автор просто устал и уперся в тупик в продолжение противостояния Сугавары и Рё, либо ему по каким-то причинам просто запрещено было использовать определенных персонажей, и другого выбора, кроме как поспешного завершения, у него не было. Но даже учитывая эти минусы, манга читается целостно. Да, с поправкой на изменение рисунка, да, с поправкой на то, что все же ее издавали 13 лет, не считая 4 долгих года затишья. А теперь немного о самом прототипе главного героя. Вся характерная часть Рё — это собирательный образ несовершеннолетних преступников. На Вики есть огромная статья, так и называется «Преступность несовершеннолетних». Можете почитать, кому интересно. А вот его бойцовские качества полностью скопированы с одноименного бойца — Рё Нарушимы. В мире единоборств Рё Нарушима олицетворяет собой дух Киокусинкай. За свою спортивную карьеру он показал отличные результаты и доказал всем, что большое преимущество в габаритах легко нейтрализуется филигранной техникой, помноженной на стойкость. Рё Нарушима — скрытый левша, то есть левша, выступающий в левосторонней стойке. И действительно, все свои коронные удары ногами Нарушима наносил левой ногой. Кроме обладания силовыми и точными ударами, Нарушима обладал сильными ударами с двух рук, большой скоростью, выносливостью, напором и хорошей комбинаторикой. Самыми большими достижениями Рё Нарушимы были призы за лучшую технику. В спортивной карьере у него достаточно внушительный список первых мест в разных турнирах в 90-х годах. Подытожив, я ни разу не пожалел, что прочитал всю мангу. И мне было бы интересно прочитать какой-нибудь коротенький выпуск о том, что произошло с остальными персонажами. Особо ранимым любителям детских сказочек такое чтиво противопоказано. Изучать эти истории есть смысл только через такие лайтовые обзоры. В этих историях смотреть надо не на сам сюжет, а пытаться прочитать то, что хочет сказать автор произведения. Какие он закладывает идеи и как они работают внутри нарратива. Автор решил не придумывать что-то из ряда вон. Ему не нужно было создавать выдуманный мир, впихивать туда монстров или демонов, а достаточно было просто показать человека, без каких-либо прикрас. Историю, которую хочется обдумывать, даже не надо наполнять супергероями. Достаточно просто наполнить сюжет людьми. На этой ноте можно завершить данный обзор. Если ты досмотрел до этой минуты, значит тебе, надеюсь, понравилось. Не поскупись написать комментарий, что думаешь, и кликнуть на кнопку лайка. На удивление, нас уже больше 1000 человек. Ребят, канал растет не по годам, а по часам. И я поздравляю всех с круглой цифрой. Я же пойду писать текст на обзор еще одного очень известного мангаки. Увидимся в новых видео. Обнял всех и каждого.